Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет. Фильм Юрия Заблоцкого. Комиссия Уоррена в паутине лжи. Итак, мы продолжаем рассказ о том, как комиссия Уоррена помогала заметать следы убийц президента США. Мало кому известно, что идея создания подобной комиссии вместе с моделью ее работы исходили от заместителя министра юстиции Катценбаха. Едва застрелили Освальда, как он через голову своего начальника, брата погибшего президента, передал меморандум для нового хозяина Белого дома, в котором, в частности, говорилось: важно, чтобы все из фактов, связанных с убийством президента, были опубликованы таким образом, чтобы убедить, что сказано абсолютно все. Общество должно удовлетвориться тем, что Освальд был убийцей, что он не имел сообщников, оставшихся на свободе, и что имеющихся доказательств достаточно, чтобы он был осужден судом. Спекуляции о мотивах Освальда должны быть пресечены. Как интересно, расследование-то еще вообще не началось. Но не оно, нет, вовсе не оно интересует высокопоставленного юриста. Суть его предложения – это именно то, чего и хотели бы заговорщики, чтобы власть оставила их в покое. В благодарность за это со временем Катценбах окажется в кресле министра юстиции, а его замысел – притянуть факты за уши будет в полном объеме реализован. Не забывайте подписываться на наш канал. Миллионы зрителей видели это окно и еще столько же слышали или читали о нем. В этом здании есть даже музей, посвященный, сложно больше сказать кому, президенту Кеннеди или Освальду. Хотя называться он должен примерно так, ни больше, ни меньше, музей иллюзий. Ведь сколько ни прыгай с бубном вокруг окна, но угол в 45 градусов, под которым в спину ранен был президент, указывает на стрельбу из другого здания. А губернатор, по всем признакам, ранен был с чердака, и члены комиссии из экспертизы ФБР об этом знали. Не забывайте подписываться на наш канал. Комиссия, конечно же, была в курсе, что так называемая винтовка Освальда, в том состоянии, что была, реально годилась только для мусорника. Оптический прицел там был неисправен, а затвор открывался с большим трудом. Для опытной стрельбы прицел переставили и дополнительно отрегулировали с помощью специальных металлических клиньев, а саму винтовку для надежности пришлось закрепить на специальном лафете. После чего 3 лучших снайпера с высоты ровно в 2 раза ниже и в 4 раза ближе сделали каждый по 18 выстрелов по неподвижной замете, а не по движущейся мишени, изображавшей верхнюю половину мужского тела. Но даже при таких благоприятных условиях ни разу не сумели попасть в мишени ни в шею, ни в голову. Выводы комиссии. А кроме того, дефект винтовки был таков, что мог помочь покушавшемуся прицелиться в машину, которая двигалась в направлении от него. Не забывайте подписываться на наш канал. Вскоре после того, как стало известно о смерти Освальда, кто-то позвонил в редакцию студии теленовостей. Неизвестный дал журналистам, а чуть позже и ФБР, наводку на магазин, где Освальд якобы монтировал прицел на свою винтовку. Нашлась квитанция. Незадолго до трагедии продавец Райдер действительно привинчивал 3 винтами прицел мужчине, представившему себя Освальдом. И все было бы ничего, если бы на винтовке, той, что приписана была Освальду, прицел не установлен был до продажи и не закреплен был на 2 винтах. Впрочем, и продавец уверял, что речь шла не об итальянской винтовке. Теоретически это действительно мог быть Освальд. Марина, его жена, на первых порах настаивала,
что оптический прицел она впервые увидела только по телевизору, что винтовка у мужа была другой и, собственно, даже патроны меньше. А дальше логическая цепочка протягивалась к заявлению свидетеля Фрейзера в день трагедии, привезшего Освальда на работу с карнизами для штор, как ему было сказано. Этот сверток Ли засунул себе под мышку, в то время как Майнлихер, как его ни крути, под мышку не поместился бы. И, наконец, свидетели Роланд и Уолтерс видели в складе учебников мужчину, точно не Освальда, державшего в руках автоматическую винтовку. Казалось бы, пазл был собран, но вы заблуждаетесь, если думаете, что ищейки ФБР в тот же миг бросились со всех ног в погоню или на поиски стрелка, находящегося еще на воле. Напротив, вся мощь федеральной власти разом обрушилась на свидетелей. Комиссия Уоррена пыталась побудить меня изменить показания. Они хотели, а когда я не согласился, то начали говорить: да он не знает, да он заблуждается. И это было все равно, что удар в лицо. Там не было винтовки, и это было то, чего они не хотели слышать. Уже через месяц панически боявшаяся быть депортированной Марина Освальд, если так можно выразиться, гнала пургу, попросту клеветала на своего мужа. Хороший муж и хороший отец, как говорила она в первый день, на глазах превращался в монстра, потому что комиссии был нужен монстр. Комиссии и корпоративной прессе. Всех этих свидетелей и многих других комиссия изобразила патологическими лгунами. Так Роланд на площади был с женой, и она в окне никого не видела. И хотя она объясняла и не один раз, что очень близорукая и не взяла с собой очки, следователь нашел здесь золотую жилу. Некоторые люди склонны преувеличивать, сказал он, и безотносительно к тому, что видел ваш муж, просто из вашего опыта. Можете ли вы полагаться абсолютно на все, что говорит вам муж? Я не думаю, вполне резонно ответила женщина, что можно полностью доверять всему, что говорит кто-либо. Да, это действительно нечестно с моей стороны, настаивал следователь, спрашивать любую жену о муже. И я не задал вопрос корректно, но все же. Да, иногда мой муж может преувеличивать, согласилась женщина. Но преувеличение касается его самого, что он умнее, чем он есть, и лучше других работает. Этого комиссии было достаточно. Безбожно исказив смысл всего сказанного свидетельницей, она интерпретировала показания так. Не забывайте подписываться на наш канал. Что после того, как муж ей сказал, что видел человека с винтовкой, она посмотрела несколько раз на здание склада учебников и не видела в окнах никого. Она также сказала, что ее муж имеет склонность преувеличивать. А Райдера, на редкость надежного и порядочного человека, как отозвался о нем работодатель, комиссия без преувеличения облила грязью, объявив, что подлинность квитанции весьма сомнительна, что Освальд в магазин этот не приходил, а если бы даже и приходил, то ни за что не называл бы свою фамилию. Не забывайте подписываться на наш канал. Итак, наступает момент истины. Перед нами лицом к лицу коронные свидетели самой комиссии. Встречайте главного, кочегар Бреннан, не менее близорукий, чем жена Роланда. Фраза «я свидетель», а что случилось? В этом случае как нельзя лучше подходит к нему. Сразу же после выстрелов сотрудник NBC услышал от него о дыме и бумажных клочках, вылетавших из ящиков на холме у железнодорожного переезда. Но прошло всего лишь каких-нибудь полчаса, и вот он уже наматывает круги, чтобы рассказать теперь уже нечто совсем другое, о человеке, выбежавшем из заднего входа в здание. И первый, и второй вариант своих наблюдений Бреннан никогда уже больше не вспомнит. А вспомнит он только третий. Насчет мужчины с винтовкой за его спиной, стрелявшим из окна в президента, стоя. Не то, что в этом случае убийца стрелял бы разве что сквозь стекло. Не то, что на очной ставке Бреннан подозреваемого не опознал, единственного в футболке с подбитым глазом. Комиссию Уоррена не смутил. Картина маслом. Явный лжесвидетель, не кто-нибудь, стал путеводной звездой отчета, единственным и неповторимым зрителем процесса стрельбы
и автором первого переданного в эфир словесного портрета подозреваемого. Настоящего-то свидетеля как ветром сдуло. Его больше никогда и никто не видел. Бреннан в любом случае им быть не мог. На вопрос диспетчера полицейского радио, подозреваемый все еще находится в здании или покинул его, последовал убийственный для комиссии ответ. Свидетель не знает, был ли он в здании вообще. Короче, подозреваемого с винтовкой в руках тот свидетель видел где-то на улице. В отличие от Бреннана, Доминго Бенавидес сперва не лгал. Убийство полицейского Типпета он не застал, приехав туда только к шапочному разбору. По этой причине, само собой, в списке свидетелей он не значился. И только комиссия превратит его из пешки в ферзя, не только способного опознать стрелка, но даже вызвавшего туда полицию. И вот он уже, войдя в роль, самозабвенно врет перед журналистами. И вишенка на торте. Сотрудник склада учебников Чарльз Гивенс, в высшей степени мутный тип. Из досье полиции можно узнать, что он был связан с торговлей наркотиками. Его заявление, что незадолго до стрельбы Освальд обедал в комнате для ленча, комиссию, естественно, не устраивало. Поэтому полгода спустя память у свидетеля заметно улучшилась. Теперь он был уверен, что видел Освальда у окна, в котором нарисовала его комиссия. Как говорил почти что 100 лет назад один из участников знаменитого Лейпцигского процесса, могу поздравить вас, господин председатель, с такими свидетелями. Этот процесс проходил в условиях гитлеровской Германии. 3 болгар и немцы на нем безосновательно обвиняли в поджоге Рейхстага. И вряд ли кому-нибудь захотелось бы побывать на месте тогдашнего председателя имперского суда, доктора Бюргера. Оправдательный приговор он подписывал наверняка, отлично понимая, чем он рискует. Это был настоящий гражданский подвиг судьи, заслуживающий памяти и уважения. У членов комиссии Уоррена со всех сторон положение было куда как лучше. Ведь ни одному из них ничего от слова совсем, ничего абсолютно не грозило. Все они были состоявшимися людьми, уверенно стоящими на ногах и, кроме Форда, на тот момент уже достигшими пика в своей карьере. Не нуждались они и в деньгах, в отличие от своих материально зависимых адвокатов на телевидении, в интернете, в кино и в глобальной прессе. Тем не менее, никто из этих 7 не отказался от участия в этой чудовищной ролевой игре, в этом отвратительном и убогом шоу. Свалив всю вину на покойного Освальда, по сути дела оклеветав его, а вместе с ним и честных американских граждан, рассказывавших правду о том, что им пришлось увидеть. Они совершили больше, чем преступление, осветив государственный переворот, незаконно приведший к власти одного из самых коррумпированных президентов за всю историю США. Да и ложь, возведенная в ранг государственной политики, это беспрецедентный по масштабам удар не только по имиджу, а и по будущему. Плоды такого удара в США пожинали и пожинают до сих пор, потому что создан был прецедент, так что комиссия едва ли не каждый день порождает себе подобных. «История нас оправдает», заявил как-то Уоррен, намекая, по-видимому, на то, что действовал как бы во благо общества. Дико слышать такое от председателя Верховного суда, в теории как бы слуги закона. История никогда не оправдывает ни преступников, ни их пособников. Она снисходительна только к тем, кто искренне заблуждался в чем-то. В деле комиссии Уоррена речь о случайных заблуждениях не идет. И точно так же ни при чем здесь чувство собственного достоинства. Дело не в дороге, которую мы выбираем, то, что внутри нас заставляет нас выбирать дорогу. Так говорил писатель О. Генри, блестящий знаток внутреннего «я» человека. Впрочем, пожалуй, кое-чего он все-таки недоучен, что внутреннее «я» иногда меняется, особенно наверху. Да-да, на них, на ступеньках лестницы карьерного роста. Именно они отключают тот жизненно важный для всех нас ген, который отличает человека от пресмыкающегося.